Доброго времени суток, друзья, зрители канала. Всем привет. А, Хотел поделиться опытом за нового персонажа в игре Torchlight Infinity, вот, который у нас стартовал несколько дней назад, новый сезон, и, соответственно, нам добавили нового персонажа, новый класс, и, соответственно, я приобрел его для прокачки. Что-то хотелось новое посмотреть, смотреть что-то интересное и в целом поделиться своим опытом. Вообще, как я стартанул, вообще, что из себя представляет персонаж в плане билда у меня. Заранее забегая вперед, скажу, что это будет такой небольшой экскурс по персонажу в целом и совокупности еще, что вообще я с ним сделал, что у меня получилось. И коротко говоря, это будет по большей части таким туториалом а, и какой-нибудь подсказкой сказать для относительно новичков в игре в целом или вообще людей, которые думают, брать этого персонажа или нет вообще, если и берут, что с ним делать в целом. Вот, на что стоит обратить внимание. И вообще я в этом видосе попробую поделиться своим, скажем, опытом в целом и в частности, на что стоит обратить внимание. Это субъективно мое мнение. В этом видео будет про этого персонажа, свой опыт, что я сделал и вообще в целом как. Конечно же, это не является какой-то панацеей от всего, там, в плане урона, выживаемости и так далее. В любой момент, где еще лучшие варианты, что и как найдете, а здесь их очень много вариаций, потому что персонаж новый, все изучается, тестируется, на это нужно время, валюта. Вот. Плюс у нас кардинально поменяли крафт, практически он со старым ничего общего не имеет. И в целом все это требует времени и валюты. Так, давайте погнали. Вообще, в целом, стартовать и вообще, какой я билкой я играю. Если вы только взяли персонажа, вам как раз-таки по сюжетной линии в главе вам дадут как раз-таки даже вот этот навык. Я как с ним стартовал, так и остался на нем. Удар молнии. Тег у этого скилла это атака, не заклинание. Не путайте. Соответственно, у нас это атакующее заклинание с тегом снаряда. Это очень важный аспект, надо запоминать, потому что от снаряда и, соответственно, это скилл молнии. Это надо запомнить, и чтобы в дальнейшем понимали, от чего вообще в целом в этом билде скейлится урон. Наращивать его, так сказать. Что из себя вообще персонаж представляет? Это у нас по типу минера. Вот. Мы раскидываем бомбочки, мины. Они взрываются, срабатывают как раз-таки связанные наши скиллы. Вы сюда можете любой другой скилл поставить, какой-нибудь другой билд придумать, что-то сделать. Здесь элементарно все просто, ничего такого сверхъестественного не придумано. Даже с рекомендованными что-то можно сделать. Единственное, что я вместо перегрузки юзаю медленный снаряд. Не знаю, мне так показалось лучше. И меня, в принципе, результат устраивает. На данный момент, что я вообще, что фармлю, что бегаю. Я пока не забегаю, я не спешу куда-то рашить там в Т8. Я спокойно бегаю Т7. Кто стримы смотрит, может посмотреть. Кто не подписан, подписывайтесь на Twitch канал, там ссылка в описании будет. Приходите на стрим, смотрите, как мы постепенно прогрессим, вообще что делаем в целом. Вот, возвращаясь к персонажу. То есть мы бросаем мины, они взрываются, триггерят. Хорошее дерево, интересные способности. По порядку. Начнем на сюжетке, на что стоит обратить внимание, сложности и так далее. Сложности абсолютно нету при прохождении сюжетной линии главы, пока вы не выйдете на карты.
можете абсолютно вальяжно двигаться в плане прогресса там. Не обращайте сильно на какие-то внимание, какие-то шмотки. Вот что мне как сейчас делать, это ошибка новичков. Потому что у вас с головой там хватит, чтобы просто пробежаться сюжетную линию. Единственное, что можете посмотреть, какой-то уник подобрать себе в плане оружия, чтобы у вас как раз-таки достаточно урона было, и вам было комфортнее добежать всю эту сюжетную линию и так далее. Либо вспомогательные еще какие-нибудь уникальные предметы. Что я могу посоветовать? Ну, я бегал вообще с рандомным. Я не знаю, у меня сейчас осталось, я покажу. Вроде я его откладывал. Так, секундочку. Вот, допустим. И что у нас? Да, скорость любой. Лук, в принципе, тоже подойдет. Бутина, пушка. То есть мы пушку можем носить. Неважно, арбалет. Где больше всего элементального дэмэджа, если с этим скиллом, соответственно, мы про этот скилл говорим. В плане молнии, урон к снарядам, физический урон тоже работает, потому что у нас этот скилл конвертит физический урон в молнию 50%, и 50% мы доберем с дерева. Вот. Что касается сюжетной линии. То есть спокойно бежите до карт, постепенно апая левел, и, соответственно, подбираете шмот с какой-то уже стартовый. И у меня, в принципе, тоже шмоты самые обыкновенные. Тут чуть-чуть небольшие крафты в плане колец, амулета и шапки, да, в целом. Ничего сложного нет. Единственное, что на старте, когда вы будете без валюты, скажем, да, без камней, у вас возникнут какие-то проблемы, соответственно, чтобы это не возникало по сюжетной линии, когда вы уже бежите, даже доходя до карт. Смотрите всякие базы, то, что у вас с пола падает, поднимайте, смотрите, какие-то полезные свойства падают, плюс вам предлагают NPC докрафчивать что-то в сюжетной линии. И можете какой-нибудь уже гир иметь, уже выйдя на карты, что элементарные какие-то резисты, чтобы у вас были самые в первую очередь, чтобы у вас кап резистов было, базовых резистов, это молнии, холода и огня, и желательно эрозию, хотя бы, чтобы не в минусе были. Вот. На начальном этапе хотя бы вот эти резисты. Эти резисты вам также, помимо шмоток, если у вас трудности в дальнейшем возникают, вы можете как раз-таки добрать с контрактов, либо без контракта. У вас дефолт на 3 поинта здесь, 3 поинта здесь. И это суммарно 40% резиста, потому что большие 10 и малые по 5. Вот. То есть левелитесь по сюжетной линии и добираете какие-то с пола шмотки, которые вам будут иметь какие-то важные значения. Важные значения для вас на старте будут это резисты, хп и все, что с выживаемостью связано. И, соответственно, если эти пушки, урон молнии, урон к снарядам, крит урон, шанс крита и урон молнии, флотовые значения, это процентное значение, все, что касается нашего скилла. Вот. Насчет характеристик, то есть восхождения, так сказать, нашего персонажа, что у нас тут есть. В целом, финальная ветка вообще после того, как вы возьмете 80-е, у вас, в принципе, она дефолтно. На этом скилле я юзаю вот такую ветку. И на боссах я, допустим, меняю спасение из опасности на ускоренная обработка. Здесь с этим скиллом побольше урона будет, намного комфортнее будет на боссе. И что касается верхнего скилла, можно и с ним бегать, если у вас достаточно урона. В принципе, я порой даже и его не меняю. Но с ним приятнее клирить мапы, бегать, чистить уже карты, потому что он нам дает бафы в виде скорости движения. Вот, максимум 5 ярусов, то это очень приятно. Вот, у нас эффект бегства. И все это очень интересно. Что касается первого скилла,
Очень интересный скилл, пассивный навык наш. Зачитывать все я все это не буду, потому что это вы все и так сможете прочитать. Вкратце, что у нас просто дается за бонусы, допустим, скорости во время использования атакующего навыка, плюс 1 количество брошенных бомб. И, соответственно, у нас идет еще тут интересные дополнительные такие свойства, скажем, за каждое 1% скорости атаки и, соответственно, скорости заклинания у нас прибавляется плюс 1 к урону снаряда. Возвращаясь к нашему скиллу, поскольку у нас он является и снарядом, и забегая вперед еще раз скажу то, что у нас снаряд очень сильно апает урон. Очень сильно апает урон, потому что его в талантах в дереве очень много будет у нас. Вот. И, соответственно, скилл сам имеет тег снаряда. Помимо того, что молния и атака. Ну, атака — это атакующий скилл, это к нему не относится. Снаряды и молния запоминаем. Это что касается у нас первой пассивки. Вот. То есть у нас плюс к снаряду, и как раз-таки у нас идет баф за каждые 100% скорости. То есть у нас скорость тоже набирается в дереве, еще и где-то в шмотках, если есть. Плюс скорость здесь мы получаем бонусы не просто скорости атаки, поскольку у нас скилл атаки, но и как раз-таки за счет этой пассивки мы получаем бонусы как раз-таки к урону снаряда за счет скорости и заклинания. То есть это очень приятно. То есть где-то мы, если видим скорость атаки и заклинания, это тоже у нас будет работать, оно будет конвертиться как раз-таки к урону от снаряда. Вот. Второй спелл, я уже говорил, на мобильность более, на зачистку очень приятно, то есть с ним бегаю всегда карты. Потому что переключаетесь на босса, этим скиллом мне это достаточно. Что касается, как я делал, можете другие вариации тоже потестить, потому что все-таки персонаж у меня это не завершенный нисколько, это, скорее всего, на начальном этапе, потому что мы постоянно что-то меняем, что-то тестируем, смотрим вообще как, вот, пытаемся сами разобраться, что-то посмотреть. Что касается третьей пассивки, здесь особо какого-то выбора у нас нету, чтобы разобрать. В принципе, у нас просто за каждое плюс 1 количество бомб добавляется урон, да. Максимум может настакаться на 240%. И у нас минус время действия снаряда, быстрее активация снаряда, быстрее вылетают. Что касается четвертого, это у вас на 62-м, кстати, забыл сказать для людей, которые только столкнулись с игрой. Снизу у вас приписаны цифры, которые относятся к вашему левелу, и, соответственно, на этом левеле у вас будет задание пойти там на босса. Его убиваете в локации, и, соответственно, вы получаете этот навык. Раньше это было просто при достижении левела, вы просто активировали и все. Вот. Что касается на 62-м левеле, у нас добавляется навык. Очень сильно добавляет нам буст по урону. Вот. Добавляет нам дополнительного урона к снарядам, от снаряда. И единственное, тут плюс 1 ко времени подрыва. Вот, если в пределах есть 5 метров босс. Соответственно, если соло таргет, цель, допустим, босс, то есть мы кидаем, они не триггерятся сразу, лежат. Иногда это даже неудобно как-то. Если они вблизи босса, то они не взрываются, да. Если на дистанции, они взорвутся. То есть вы через букву F, через этот активируете и взрываются. Вот. Так, что касается этого. Что касается второй пассивки. Вторую пассивку с этим спеллом, то, что мы берем с этим навыком, я юзал, но не очень подходит. Как по мне, он хорошо зайдет с заклинаниями. Если у вас спелл будет на заклинание, потому что тут интересная механика деления.
Вот. Но это мы еще протестируем, потому что с этим спелом не очень хорошо используется. В целом у меня есть мысли, просто, скорее всего, это у нас будет скилл какой-нибудь на заклинание. Посмотрим, если дальше будем что-то смотреть, а не атакующий снаряд, потому что с этим навыком не очень хорошо он работает. Вот, с задержкой. И у нас не хватает КДРа, то есть именно перезарядки, потому что здесь он нигде не набирается. Вот. Что касается на 80-м левеле, когда уже вы, скорее всего, выйдете на карты, побыстрее ваша задача взять 80-й левел. Не спешите прогрессить как-то карты высшего тира, если вы видите, что вам не хватает выживаемости, либо же урона, и вы себя как-то некомфортно чувствуете. Бегайте те мапки, которые вам достаточно быстро и комфортно дают пробежаться и быстро апнуть левел, хотя бы 80-й, чтобы ключевую последнюю пассивку взять и, соответственно, дальше уже развивать своего персонажа. Что касается вот этого, радиационный эффект, за каждые 2% скорость снаряда, когда бомба падает на землю, в других пределах пятиметра, получает 1% больше урона в течение 2 секунд. И тут очень интересная тема, она стакается. Очень хорошая отбилка на зачистку. И вообще в целом приятный геймплей с этой обилкой намного. Вот. Что касается второй пассивки, то же самое, что и предыдущие. Хорошо синергия будет ее именно с этим, если брать последние две пассивки. Но, как по мне, это все-таки надо тестить, смотреть не с атакующим скиллом, а как раз-таки заклинанием. Конечно, берем в этом сетапе то, что у меня, вот этот спел, и, в принципе, нормально. Так, и что касается реликов и флешбеки героя. То есть у вас будет слот здесь свободный, да. И, соответственно, вы, когда уже начнете фармить карты, уже выбежите, уже на карты у вас будут падать всякие реликвии вот такого характера. Это для нашего персонажа, плюс еще на других персонажей, возможно. Вот. И как раз-таки, что мы здесь хотим увидеть, вообще на что лучше всего внимание обращать. Возможно, на старте вам не повезет, не будет прям такие падать, допустим. У меня такой обычный релик. Самое важное свойство нам, которое тут в первую очередь надо, это к эффекту флешбека героя. Один из важных моментов, который нас будет усиливать вот эти флешбеки, у нас их 3. Вот. И вторым свойством, ну, я взял к урону снаряда, очень много урона дает. Вопрос только, что взамен взять. Вообще, какую вариацию, скажем, еще приятнее. Есть еще здесь свойство, которое нам добавляет плюс 2 дополнительных отскоков. Тоже очень приятно, на зачистке очень сильно помогает и вообще комфортно чувствует. Можете такую тоже взять. Это самая бюджетная вариация, чего вам хватит на старте и вообще в целом на данном этапе, кто на стриме смотрит, видит персонаж, как это все бегает, и, в принципе, нормально. Что касается флешбеков, здесь у меня все просто тоже. Это ничего здесь купленного нет, это все то, что я сам выбил, что-то с пола поднял. То есть здесь нас интересуют такие показатели, как показатель крита, урон крита, везде, где мы можем дополнительный урон от снаряда, урон от снаряда. А до этого, допустим, у флешбека есть один такой нюанс. У него есть штраф в этом свойстве. В первом, видите, минус к одному снаряду. Так или иначе, он все равно дает больше урона. Да, он у нас будет на один снаряд меньше, но дополнительный урон от снаряда очень сильно скейлит урон. Потому что, я еще раз напоминаю, урон к снаряду в таком сетапе очень много дает нам урона. Вот, в целом. Пока что у меня и других вариаций нету, более таких подходящих. Этот камушек стоит. Вообще тоже думаю заменить на какой-нибудь показатель крита, то есть это шанс крита и крит урон. Либо что-то
полезное другое. Есть свойства еще какие полезные. Есть свойства, где они? У меня, по-моему, нету. Где есть крит, где есть условия, допустим, если в радиусе мин находятся элитные монстры, дополнительный урон наносится, очень хорошая штука тоже, потому что к элитным монстрам относятся и редкие монстры, и, соответственно, боссы, и это очень хорошо бустит урон. Вот, и вот такой релик у меня есть, недавно выпал, флешбэк, то есть тут показатель крита, шанс крита и плюс 1 к отскокам. Тоже очень приятно, и на зачистке очень хорошо нам дает. Вот, поскольку у меня здесь его нету. Вот такие вот у нас флешбеки и велик, вот в целом. Это что касается характеристик героя, восхождения вообще в целом. Дальше у нас что? По навыкам. Давайте разберемся по навыкам, по талантам и, соответственно, сразу перейдем к шмоту. Я не хочу растягивать это видео. Вкратце, просто в целом поделиться какой-то информацией, что вообще у меня получилось вообще в целом. Это по большей части будет, сказать, обзор. Не знаю, можете гайд назвать, но опять-таки я говорю, что здесь все дорабатывается, все смотрится. Надо время на это. И я думаю, мы что-то еще лучше сделаем. Потому что это у нас стартовый, скажем, вариант. Так, у нас таланты. У меня 95 левел. Что касается талантов. Вообще обзор, да. На старте у нас богиня охоты. И вообще какие. Начинаете вы как раз-таки с богини охоты. Самый первый талант. Прокачка дерева. Здесь все просто, элементарно. У нас здесь урон. ХП обязательно, потому что у нас выживаемость персонаж, особенно на старте. Пока вы не наберете какую-то живку, какие-то механики для дефа, о которых я позже на шмотках расскажу, у вас, возможно, будут проблемы с выживаемостью. Хотя я вообще не заметил. Я что-то видел, что вот персонаж тонкий. Я вам так скажу. На Т7 картах, когда вы выходите, очень сильно надо постараться, чтобы вы умирали. Ну, я на полном серьезе говорю. Но я вот на стриме сколько сидел и играл, все, что я делал и играл, это в основном все на стриме. Не знаю, и я умер прям когда вот сам просто либо АФК встал, либо что-то. Ну, очень сильно постараться надо, когда у вас более-менее гир что-то одет. Деф-механика какая-то есть. Ну, не знаю, комфортно бегается. Вот. Здесь дерево очень простое, я не знаю, перематывать на паузу, ставить, вы уже посмотрите. Вот. Что касается дерева, урон, ХП, скорость атаки заклинания. Напоминаю еще раз, что, то есть это у нас скорость атаки и заклинания, это каждый процент нам действует как урон от снаряда. То есть, соответственно, мы его берем обязательно. Здесь берем, здесь у нас скорость движения для мобильности. Ну и дальше, чтобы перескочить, проворство. Обязательно позже расскажу почему. В целом, потому что мы будем стакать проворство, от чего у нас будет вырастать урон очень сильно. И у нас здесь берем здесь вот это урон молнии нам работает, да. Потому что урон молнии имеет недуг. Ну, как недуг? Не всегда этот недуг работает в плане, как должен недуг работать, потому что есть условия, когда этот шок не работает. Не знаю, почему они не чинят это, потому что в списках недуга шок есть. Хотя он не работает уже, это 3-й сезон, и со мной всегда спорят. Это недуг, вот он работает. Не всегда, ребят, не путайте шок. Да, недуг, но в списках иногда есть в описании где-то, что он не учитывается, именно шок. Поэтому здесь нам это не самый важный аспект, недуг именно в этом билде у меня. У меня, возможно, у кого-то, да, потому что я видел, что многие другое берут. Урон к молнии понятно у нас. И самое важное нам здесь вот это. 50% физического урона преобразуется в урон молнии. Возвращаемся обратно к нашему навыку. Наш навык, если сможете посмотреть, имеет что хороший у нас задел на
ап урона за счет процентного усиления, да, поэтому мы будем набирать флотовое значение урона молнии, соответственно, чтобы разогнать это очень сильно. Вот. Сам спел у нас, то есть кидает молниевую стрелу и как раз-таки еще вылетает с него дополнительно, еще наносит столько же урона. Этот навык преобразует 50% физического урона. То есть мы будем весь физический урон, то, что если у нас есть, конвертить в урон молнии. Почему это делается? Потому что у нас оружие имеет все в базе своей физический урон. А там очень много флотового значения физического урона. Допустим, берем, смотрим, да. У нас, то есть, базовые показатели всегда во всех шмотках, которые мы будем использовать, есть физический урон. Соответственно, это все full конвертится в молнию. Чтобы это full конвертилось в молнию, поскольку у нас здесь 50%, где оно? 50% физического в молнии. Добираем еще 50% с дерева, с таланта здесь, да. То есть мы это обязательно, нам очень важно вот это. Теперь у нас 100% физического урона конвертится в урон молнии. Так, еще здесь есть навык молнии, применяет урон от шока еще раз при попадании. Ну, блин, урон от шока. Здесь упор у меня сделан в билде не на разгон именно урона от шока, потому что базовые значения урона от шока, они небольшие. Можно разогнать с деревом. В следующем я покажу и разберу, но не знаю, я остановился на такой вариации. В принципе, что касается здесь. Талантов, которые мы выбираем здесь на 10-м левеле. Давайте разберем вообще в целом, что можно выбрать, что актуально. Первый спел у нас, по сути, 20% к скорости атаки и заклинания. Соответственно, 20% к урона снаряда. Это означает, потому что у нас за каждый 1% скорости атаки и заклинания, еще раз напоминаю, дает 1% урона к снарядам. Это вот у нас здесь за каждый 1 дополнительной скорости атаки, плюс 1 к урону снаряда и урон снаряда. У нас снаряд очень сильно скейлит. Вы увидите, когда шмотки, либо какую-то штуку будет добавлять в билд свой, и там будет какой-нибудь урон снаряда, вы увидите, что очень сильно он бустит вам урон. Поэтому вот этот вариант. Единственный момент, то что здесь второе, что плюс 1 к скорости атаки и заклинания за 15 проворства. На старте у вас, когда вы выйдете на карте, вообще у вас вообще при прокачке даже на сюжетке, если насчет проворства, у вас с этим, не то чтобы проблема, у вас его так много не будет. На данном этапе у меня пока что, мы этим еще сегодня займемся, ну, где-то около 1972, это мало, надо хотя бы 1500. Плюс, вот. Поэтому на старте этот поинт у вас последний не так много будет давать, да. Но уже когда вы набираете его достаточное количество, там 1000 условно плюс, да, это получается вот 1500. 1500 это получается 100% скорости атаки и заклинаний. Это у нас плюс еще к одной бомбочке, к мине и 100% к урона от снаряда. Это очень много урона. Альтернативу, что можно взять, допустим, на старте, пока у вас все это не разогнано, можете бегать вот с этим. Парализовать, очень хороший, на старте с ними бегал. Он нам имеет свойство снижать к стойкости молнии у противника на 2 секунды, и стакается он 16 раз. Очень хороший спел, тоже можете использовать. На старте можете с ним бегать, можете с ним, пока у вас не раскачано дерево. Вот, так что смотрите. Что касается таланта, который мы берем на 20-м, это у нас спешка. Берем спешку. Очень приятный талант для мобильности, хороший дополнительный урон, если мы недавно перемещались более чем 5 метров. Там мы всегда перемещаемся, потому что у нас хороший МС, мы
на одном месте не стоим, у нас геймплей такой, то есть так или иначе мы всегда передвигаемся. И если недавно перемещались, это означает не что имеет определенный а, тайм, то есть время, которое нам дозволено иметь этот баф, да, то есть он не перманентно спадает, то там несколько секунд, которые держится этот баф. 5 метров — это дистанция маленькая, в принципе, плюс-минус. ТМС, но очень приятно для мобильности вообще в целом. Что можно вообще еще взять? И вообще с чем я бегал? Благословление ловкости можно брать, но на старте, пока не качнули второе дерево, на раскачке, в принципе, я с ним тоже бегал. Побольше урона будет под благословление ловкости, потому что он нам дает скорость атаки и заклинания. 4 яруса по 6%, 24% по сути скорость атаки заклинания. Плюс это у нас урон к снарядам. Вот. Либо сразу на этом иметь МС 20%, чтобы быстрее пробежать. И то будет актуально. Непостоянство. Стоит ли юзать его? Здесь минус 40% дополнительного минимального урона и плюс 40% дополнительного максимального урона. Интересная механика, но возможно его бы стоило бы взять, если мы не использовали бы навык, в котором есть молния, потому что у молнии слишком большой разброс значения нижнего, порог нижнего значения и максимального значения. Объясняю почему. Так, где у меня тут она есть, допустим. Вот, допустим, можете увидеть, да. Пример такой. Значение добавочного урона молнии. Всегда у него разброс от максимального до минимального слишком большой. И нехорошая механика, слишком неподходящая нам под этот скилл. Механика хорошая, но не под этот скилл. Потому что у нас вот этот разброс, чем больше разброс, то есть у нас есть больше вариантов прока разного рода урона. От минимального до максимального. Когда у нас эти значения, скажем, более, расстояние между ними меньше, то, соответственно, у нас более стабильный такой урон будет. Вот. Самый оптимальный вариант спешка, мобильность, урон. Тем более доп. Урон так, очень сильно бустит урон. Это что касается первой ветки талантов. Вот. Смотреть. Вообще, кто на видео этой парится смотреть, может на ладере посмотреть 95-й левел. И ник у меня... Где оно? Ник. Ру Экскалибур. Так, на чем остановились? Вторая ветка талантов. Вторая ветка талантов. Здесь чуть побольше, наверное, поговорим. Хотя, что у нас по времени и так затянулось. Смотрите. Вторая ветка талантов. Я выбрал стрелок. Также я бегал на бегущий по лезвию. Большая часть людей, я вижу, что спрашивали тоже, что бегают на бегущий по лезвию. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо, но я юзал и тот талант, и ту ветку, то есть бегущий по лезвию. Все-таки там больше упора сделан на разгон, урон, молния. И у меня здесь взят стрелок, и здесь есть момент. Здесь больше урона и разгона к молнии в плане бегущий по лезвию. Я выбор сделал стрелок. Здесь больше разгон урона через снаряды. И тут уклонение добавляется, и нам живки в этой ветке намного больше. И эта ветка намного мобильнее и приятнее. Насчет живки я еще раз повторяюсь, на стриме видели, что иногда я там прикалываюсь, стою прям в пачке мобов, и как эта живка работает. У нас уклон практически уже в капе, и при уклоне мы еще дико регеним себе хп, у нас 4 плюс КХП, у нас барьер, и мы себя очень вальяжно чувствуем на Т7. Понятное дело, что Т7 это начальный, скажем так, уровень.
Скажете, закидаете камнями, о, там Т8. Ну, на Т8 надо иметь хороший урон, чтобы приятно клирить, бегать. А я не люблю геймплей, который забегаешь, умер от пачки, несешься там как этот, у тебя 2 миллиарда урона, 3 миллиарда урона, неважно, и сдувает тебя, возвращаешься. Меня это бесит, и я такое не люблю. Соответственно, пока я не подготовлю персонажа основательно, я никуда не спешу, мы туда не сунемся. В принципе, меня и так хватает. Мы и так порядка, просто бегая мапки, порядка около 700, 800, 900, ну, где-то 700, 800 фе за этот промежуток уже накапало у нас. Причем без лаки дропов. А, вот, и вот отличие. Здесь разгоняется урон молнии, и конверт здесь есть небольшой от проворности к молнии. Это очень сильно и приятно. Здесь у нас приятный клир, потому что здесь плюс отскоком есть. И уклон, живка помобильнее. Допустим, в плане талантов. В плане талантов сразу скажу, мне вариации талантов у стрелка больше нравится, нежели у бегущего по лезвию. Здесь идет речь о разгоне эффекта недуга, именно шока, но я вам так скажу, основной урон в этом билде не строится на эффекте шока. Да, под эффектом шока все это, но шок так или иначе у нас всегда он есть, он всегда работает перманентно, то есть об этом не стоит беспокоиться. Но бустить именно шок сам, потому что шок имеет свое базовое значение нанесения урона. Как по мне, я не знаю. Не очень. Понятное дело, что здесь в дереве, взяв, допустим, где оно? Вот. Проворство здесь можем 45 поинтов халявных иметь, это очень много. И у нас, допустим, за 50 проворства 1% к урон молнии. Это очень много урона даст по молнии, но в плане удобности, выживаемости и вообще скейлить урон, допустим, если без этого, особенно на начальном этапе, мне больше нравится вариант стрелка. Вот. Здесь что мы можем выбрать вообще в целом? Можно как вариант использовать статический, но, блин, ребят, он такой, скажем, заторможенный эффект имеет у нас к урону и вообще, скажем, к регену, если он... Не знаю, я так и не понял, почему он так криво работает. Но у нас, поскольку в таланте в основном мы берем усиление вообще каких-то ключевых моментов в плане урона, здесь единственный момент, то, что мы можем взять, это проводник. Что он делает? Он у нас 5% от полученного урона молнии при попадании добавляется к урону от шока. Напоминаю, что урон от шока это 3% от урона молнии при попадании в виде базового урона шока. В виде базового урона шока, что это? У шока есть базовый урон, там свой тоже 3% эти. И вот как раз таки стакается 12 раз, и 5% туда еще добавляем. Это прикольно, но я скажу, что на стрелке намного приятнее бегать мапки и чистить. В плане на 20, что брать на 36-м, на 36 поинтов, здесь у нас вариант тоже небольшой. Еще отличие, как раз вспомнил от стрелка, что у нас в стрелке есть мультиудары от дальних атак. Это тоже приятная механика, дополнительно срабатывает. У нас мины еще вылетают. Еще урон. Это наш плюс. Здесь, кстати, у нас его нету. И с дерева мы не возьмем, соответственно, у нас мультиудар отпадает. Либо если мы где-то навык очень на дорогом куске где-то выловим и поставим его в билд. В таком случае, да, можно как бы использовать, посмотреть. Потому что 55% больше урона, это очень сильно. Что делает мультиудар, я думаю, кто не знаком, можете почитать, открыть. Дополнительная атака может прокнуть и дополнительно урон нанести.
Это очень приятная механика. У меня он в билде есть, порядка 50% шансов прока его, и он часто прокает. Вот. Здесь, соответственно, ожидание атаки тоже не берем, потому что нам не нужно эти благословления. Там с дерева есть. И вот странный ракурс. То есть вторая вариация, что можно взять, здесь странный ракурс. Что он дает? Он дает нам по шокированным врагам, то есть нас активирует умение везения. Везение что такое? У нас дважды выбирает случайную проверку и делает, и выбирает лучший результат для нас, то есть урона. Вот за счет этого чисто может вывозить. Почему это хорошая тема, везение? Я не знаю, если получится, этот можно будет добрать странный ракурс где-то на каком-то куске, но имея дерево стрелка. Я напоминаю, и я сейчас хочу провести параллель такую, что вот недавно я вам рассказывал, что порог нижнего значения молнии, да, флотового значения и максимального очень разнится, то есть и слишком большая дистанция. Соответственно, вот везение нам очень там пригодится, потому что она будет все-таки лучший результат выбирать. Вот, в этом плане это хорошо, это плюсы этой ветки. Но мы используем не эту ветку. Я лично использую другую ветку. Мне так приятнее играть. Если вы хотите, можете использовать эту, либо как у меня сделать. У меня что взято? Что касается плана дерева, все стандартно. У нас КП, у нас урон от снаряда, напоминаю, что скелется урон от снаряда. И, кстати, еще одно преимущество, допустим, стрелка перед тем. Ну, как преимущество, здесь есть нюанс. То, что у нас здесь еще от снаряда синергия хорошая с ним и усиление. Вот. И, соответственно, что у нас? Мы берем ХП, урон от снаряда, атаки и заклинания, соответственно, потому что у нас это тоже касается урона от снаряда. Здесь у нас проворство есть, тоже 45Т. И ключевой навык. На бегущему по лезвию у нас было за 1%, плюс 1% к урону молнии было за 50 проворства. Здесь плюс 1% уклонения за 20 проворства. Здесь, я же говорю, тут больше живучки в этом плане. Соответственно, я его взял. На начальном этапе можете эти поинты упустить на старте, когда вы добегаете. Пока что не настакали себе проворство, можете вот это не брать. Что-то другое взять. Вот. Можете реген здесь добрать. Что касается избежать урона, здесь можете добрать что-то полезное в этом плане. Урон от недуга не то. Можете скорости снаряда взять. Тоже урон даст. Вот. Дальше что у нас? Скорость движения и уклонения. Это все берется, у нас работает, потому что у нас по большей части шмотки как раз таки с уклоном. У нас уклон будет разгоняться. Вот. И, соответственно, здесь у нас такая интересная штука. У нас плюс 50% уклонения при движении. Очень приятно. И, в принципе, у нас додж очень хорошо работает. Здесь скорости дальнобойной атаки. Не прям самый сильно нужно, но тут самое главное... Так, прошу прощения, водички попил. Здесь самое главное, не то, что этот берем навык, поинты, то, что нам скорость атаки, а вот самое важное, это у нас здесь вот это. То есть плюс 16% вероятности дальнобойных атак нанести мультиудар. Вот. Ну, еще 16%, возможно, не так много, но еще он встречается на пазлах, где тоже можно добрать. То есть у меня еще там есть 36% вроде бы, да. Порядка 40 у нас процентов, 48, сколько? Ну, да. У нас есть вероятность дальнобойных атак нанести мультиудар. Вот. Что касается следующего таланта, у нас тут скорости снаряда. Берется, чтобы быстро выйти сюда, к отскокам. Плюс это зачистка очень сильно роляет
приятнее намного чистить. Здесь у нас ХП. И вот это вот очень приятная пассивка. Такое, то, что я вам рассказывал, у нас, то есть дает у нас вообще процентное значение ХП, энергощита, и основная механика это восстанавливает 12% потерянной жизни при уклонении, восстанавливает 12% энергощита потерянного при уклонении. Поскольку часто уклоняемся, нам, то есть с регеном особо проблем не бывает. Ну, за редким исключением, если нам прилетело что-то, и мы не уклонились, на это у нас есть банка. Вот. И следующий навык. На начальном этапе то, что вы здесь не берете, допустим, проворство, пока вы не начали стакать, можете взять здесь уклон, флотовое значение, вот, чтобы добавить живки. Можете прям все 3 поинта брать. В плане вот этой пассивки можете не брать, потому что на старте, я думаю, у вас не будет такой хорошей тушки, в котором будет очень много флотового значения уклона, там порядка 8-9 тысяч, чтобы эти 30% хорошо разгоняли его. Соответственно, можете просто здесь взять. И последние поинты здесь докидываем, чтобы получить у нас ловкость, механику ловкости. Тут длительность ловкости и плюс 6% к скорости движения, когда есть благословение ловкости, очень приятно. И здесь, как его получить, то есть сустейним мы его при попадании в элитного врага. Ну, элитным врагам относятся все редкие монстры, включая боссов. Вот. Что касается ключевых талантов на 18 левеле. Мы на 18 левеле берем бурю, потому что на 100% от бонуса скорости снаряда также применяется к урону от снаряда. То есть бонусы 100% скорость снаряда, это урон от снаряда, плюс 20% к скорости снаряда, это тоже урон от снаряда. Вот. Что касается из остального, что можно было бы взять, что актуально, без вариантов. Взволнованный можно взять, ну, плюс 1 к максимуму ловкости, бегал и с ним, лучший вариант буря. На 36 поинтов у нас здесь есть 2 варианта, которые я использовал. На начале я использовал, пока у нас нету дополнительных отскоков, плюс 2 к снарядам, 3 зайца одним выстрелом. Вообще его лучше найти еще на каком-нибудь куске в билде, на какой-нибудь пазле, который у нас божества добавили. Можно его вот это свойство выцепить, и чтобы иметь это. Это больше на зачистку вам более приятно. Буст будет. А в целом по урону, что касается, беру близкий выстрел, наносит врагам, находящимся поблизости, урон, ну, не более 35%. Вот. Мастер побега не беру, это больше на живку. Не тестил, если честно, я его активировал, бегал, чуть не заметил какой-то разницы. Нам, если прилетит, и так прилетит. Вот. Так, это что касается таланта стрелка, то есть моего выбора. Также я напоминаю, что можете, если что, можете попробовать и бегущий по лезвию, тут и то, и другое. По мне я оставился вот на этом, что отскок дополнительно есть, потому что на дорогих каких-то кусках я еще не добирал. Весь гир, который на мне одет, это, в принципе, все с пола поднято, либо что-то докрафчено, то есть у меня покупок там каких-то дорогих вообще нет, абсолютно ноль. Базы, может, какие-нибудь со значениями, там 10-20 фе, может, куплено, и все. То есть это начальный этап, то есть мы постепенно развиваем персонажа. Что касается третьего дерева талантов, это у нас рейнджер. Берется он с бога войны, ветки, находится здесь, не путайте, он не в этой стезе, здесь. Вот, рейнджер. По поводу пассивок здесь очень много крита. Также хп, у нас урон от крита, шанс крита, скорость атаки заклинания. Соответственно, у нас то, что скорость движения, очень много мобильности нам добавит. К урону от снаряда.
урона от снаряда. Скорость снаряда тоже 100%, не забываем, 100% эффекта скорости снаряда действует и на урон снаряда. Урон от атаки. У нас тейк, запомнили, да, тейк на нашем скилле был атака, урон от атаки тоже работает. У нас показатели крита оружия. Показатели крита оружия тоже хорошая штука, потому что у нас флотовое значение на наших оружиях есть очень много крита. И разгон такой приятненький бонус, 15%, это очень приятно. Макс ХП. Здесь, ну, армора у нас практически нет, вообще его нету в билде. Армор здесь у нас вообще ничего не дает. Резисты здесь есть. И вот это ключевое, самое важное, нам нужно было с этого поэтому взять. Минус 10% дополнительно получаемого урона, когда поблизости есть враги. Ну, и сопротивление. Очень приятный спел. Ой, спел. Пассивка. Крит. Тоже урон от крита. И критические удары. Вот это очень приятный талант. Критические удары уничтожают цели, у которых менее 8% жизни. То есть эффект добивания имеет. И вот здесь есть интересная механика. Пассивка 45% вероятности нанести отбрасывание. То есть отталкивает мобов от нас. Здесь он разгоняется. До чего? Сейчас увидите. Плюс 20% к расстоянию отбрасывания. И здесь у нас 100% эффектов расстояния отбрасывания также применяется к урону от атаки и урону от заклинания. То есть это у нас еще урон добавляет. Что касается ключевых талантов, выбор ключевых талантов. Здесь берем шальная стрела, потому что доп урон имеет от снаряда, плюс 50% к расстоянию отбрасывания. То есть 50% к урону. Откуда? Отсюда. Понимаете? Связь. 20% там эффекта, 50% здесь, и в итоге 70% расстояние отбрасывания. И у нас, что 100% от эффекта расстояния отбрасывания нам дается к урону от атаки. Приятно, приятно. Вообще, что можно взять, в принципе, другое, как альтернативу? Можно взять очень приятный бонус от первого таланта. Очень хороший, актуальный. Критические удары получают эффект везения, когда показатель рвения составляет минимум 50. Мы будем использовать механику рвения. Она нам дает очки рвения, соответственно, за каждое очко рвения нам плюс 2% к показателю крита, то есть к шансу крита. Соответственно, когда у нас минимум будет составлять 50 поинтов, у нас активируется эффект везения, который в этом билде вообще-то, если где-то не добрать, ну, в принципе, приятная механика. Но здесь есть условий много для срабатывания. Она не всегда работает, за исключением, когда вы не купите дорогущую очень шапочку, которую я покажу вам, да, сразу, пока не забыл. Сейчас, секунду. Проще даже вот так будет. Я покажу, где она дропается. И расскажу просто, к чему я веду. Так, секунду. Вроде он... Вот. Видите, вот эта шапочка. Сколько она стоит сейчас? Ну, 200, условно говоря. Видите, есть рвение. Вот. Вот эта механика, чтобы у нас постоянно висела. Есть бюджетная вариация, на которой мы будем использовать. Вот. Пока ее нету, как бы она стабильной не будет. Она будет при крите хитать нам как раз-таки это рвение за счет вот этих перчаток, которые на старте вообще в целом можно и даже максимальной версии билда ее оставлять. Вот эту штуку. Перчатки, они недорого стоят, они вообще ничего не стоят. Мы получаем рвение при критическом ударе. И плюс нам рвение что дает? Оно дает нам за 1 поинт плюс 2% шанса крита, да. Вот, это очень приятно. И у нас тут эффект рвения.
То есть еще больше усиливается. Соответственно, это очень хорошие перчатки. Почему у меня сняты и я от них отказался пока? У меня рвения сейчас нету, оно есть, но у меня оно работает немного криво, потому что у меня пока что не получилось его по-другому засетапить. Хотел я шапку сделать. У меня просто перчатки случайно попались такие, где много проворства. Здесь у меня просто 81 проворства, то есть много атрибутов. Здесь очень много урона. И, соответственно, я эти перчатки сменил на него. Вот, потому что с шансом крита у меня, в принципе, все нормально. У меня порядка 50% сейчас, хотя надо еще больше разгонять. Соответственно, а, я от этих перчаток пока что отказался, вот бегаю вот с такими. Они очень много урона дают мне. Вот. Используйте вот эти перчатки, получаете рвение, и вот этот талант, возвращаемся, будет очень актуален, потому что минимум 50 надо. То есть это такая механика, где есть условия, которые не всегда выполняются. Чтобы всегда выполнять, вот надо хотя бы ту шапку, чтобы рвение на нас было всегда. Вот. В целом. То есть это актуальная штука, можно юзать и хорошая. Но, скажу так, эта обилка очень много дает урона. Доп урон, ну это доп урон от всего скейлится. И как раз таки у нас еще плюс 50% этот к расстоянию отбрасывания. Тоже дополнительный урон у нас. Не дополнительный урон, а урон к атакам. Вот. Из того, что у нас есть вот эта штука. Что касается второго таланта, здесь мы берем могущество, либо же рукой подать. Я бегаю с рукой подать. Вообще можно и могущество брать. Могущество на зачистку тоже неплохо, но у нас зачистка и так проблем нету. То есть отдаленным врагам тут еще дополнительный урон идет с увеличением, чем дальше мобы. Вот. И не больше 35%. То есть в максимальном своем пике может 35% урона еще плюсом иметь. Что касается рукой подать. У нас тут враги в пределах 10 метров. То есть это такая дистанция, да. У нас работает вот эта пассивка. Получает на 6% больше урона в течение 0,25 секунды. Вкладывается 5 раз, соответственно, это 30%. Ну, в принципе, это 1 секунда 25, ну, 1 досчитал, и в этой области все практически монстры получают больше урона на 30%, но, скажу, по большей части монстр умирает гораздо раньше, да. Ну, если что-то там завяжется, допустим, на боссе, на него это работает очень хорошо. Что касается первого спала, я его тестил, тоже смотрел, неплохой этот. У нас имеет плюс 2 к поинту, поскольку у нас эффект рвения добавляет нам в процентном значении показатель крита. Здесь имеет флотовое значение, плюс 2 к показателю крита. Напомню, что флотовое значение очень большой вес имеет здесь при разгоне крита вообще в целом. Не здесь, вообще в целом в этой игре. Хороший буст, но все-таки здесь опять условия есть. И актуально она будет очень хорошо работать, если мы еще с каких-нибудь источников где-то доберем еще разгон эффекта рвения. Эффекту, то есть чтобы он усиленный был. Не базово вот эти 2%, эти платовые значения 2, но чтобы эффект был неплохо так разогнан, и, соответственно, мы могли что-то с этим сделать. Это что касается таланта. Дальше, что касается контракта. Контракт, что нас интересует? Поскольку вы в дальнейшем, когда с карт выйдете, все это сделаете, у вас, возможно, будут возникать какие-то проблемы с резистами. Резисты актуальны будут на любой стадии, потому что здесь и при крафте у нас в шмотках надо набирать очень много проворства, соответственно, чтобы апать нам урон. И эту проблему мы можем решить с помощью вот этих талантов. Добираем резисты. Если у вас нет уникальных петов в плане вот таких навыков,
Не обязательно их иметь. Даже если для живучки в начале даже лучше будет иметь минус получаемого урона дополнительно. Это очень хорошо. Не знаю, до мобильности добрал, потому что у меня вот такой легендарный пет. Остальные все навыки это дефолтные, у всех они есть. Что касается правый слот, любой пет, который у вас есть, больше поинтов дает в плане, что нас интересует вообще в целом. Двойной урон. Что? Урон к снарядам. Показатель крита. Урон к атакам. Крит к атакам. Показатели к атакам. И все в таком ключе. Все добираем здесь на ваше усмотрение. Единственное, что вот в таком малом, да, большой круг не будет цеплять, но и не нужно, потому что здесь и так 13% дополнительного урона. Это хорошие ноды. Добираем. Не обязательно вообще этих легендарных петов иметь. Ну, если вот этот есть, этот пет очень хороший, потому что у него основа это увеличивает урон снарядов, скорость снарядов и крик атаки. Все нам подходит. Идеально подходит к этому билду. Вот, что касается этого. Дальше по шмоткам быстренько. Мы уже и так я подробно разбираю. Уже час идет. Не знаю, ребят, у меня как всегда разжевываю. Что касается шмоток. Давайте я все подробно буду. Только две шмотки разберу. Это пушки. В плане, что нас интересует в первую очередь. Пушка. Смотреть с базой деталей, чтобы побольше крита было, скорость атаки тоже важно, но уже второй круг. Физический урон, он потому что конвертится в молнию. Окей, да, хорошо. Второе, самое важное, то, что нам свойство нужно. И вообще, как крафтить, если вы покупаете шмотку, обязательно берите базу, хотя бы значением, вот эти Т1 уже готовые. Вот с этим. Это основа. Добавочного урона молнии от атаки за 12 проворств. Это когда вы уже начнете набирать проворство, вам нужно иметь такие пушки. Можете двуручку иметь, вот такую даже, видите, это стартовые. Когда я на карту вышел, с пола поднял, докрафтил сюда вот такой и погнал. Потихоньку уже проворство качивал. Если вот этот нам физический урон к снаряжение тоже пойдет, потому что, опять напоминаю, он грейдит нам, видите, флотовое физическое значение, а это все 100% конвертится в молнию. То есть вот с чем в начале тоже бегал. То есть любые эти вариации, где есть вот еще к молнии, там, что еще интересует нас здесь. Это свойство самое первое, когда вы уже набираете проворство. Но на начальном этапе пока еще не начали набирать проворство. Заместо него просто флотовое значение урона молнии к атакам и заклинаниям, неважно, к атакам. Еще что мы хотим тут видеть, что нам большего всего урона даст, это урон от снарядов. Не обращайте внимания, у меня просто пушки эти фактически с пола поднятые. Вот это с пола поднятые, это просто с этой основы куплено, что-то докрафчено. Их надо перекрафчивать, в ближайшее время этим займусь. Не перекрафчивать, а уже новое, потому что сейчас они крафт, мягко говоря, похерили, и у нас все совсем иначе и по-дорогому сейчас все. Интересует нас здесь урон от снаряда. Пронзает сопротивление стихии, если докрафтом со станка. Если нет, у нас... Опять возвращаясь к атрибутам, есть много проворства. Флотовое значение молнии. Потом, что у нас еще тут интересного? Крит урон обязательно. Надо его. Вот урон молнии. Это все атрибуты, которые нам будут усиливать наш урон. Запоминаем урон молнии, урон от снарядов и флотовое значение молнии от атак. Вот. Это что касается пушек. Можете с двуручкой бегать, можете по одному пистику взять. Желательно, чтобы одноручки потом тоже были. В бюджетной версии базовые значения, они все равно больше крита нам дают и больше физы дают.
И плюс у нас значение добавочного урона так быстрее набрать. Вот. Насчет базы, да, базы лучше смотреть, если прям основательно беретесь уже финально что-то доделывать, либо крафтить, на что лучше обратить внимание, чтобы эти базы были, показываю, где они у меня есть, нет, вот, примерно с такой базой, Simplicity, там, где у вас есть плюс процентная к урону от снаряда, это очень сильно нас бустит. Что касается остальных кусков, шапка. Я все шмотки взял на базе ловкости. Я говорил, почему. У меня армора нет, у меня живка через ловкость. У нас 78% уклона. Ой, процентов 78 тысяч уклона. 67, почти 68% уклона. Приятность уклона. И, соответственно, сейчас расскажу еще, какая деф-механика у меня. Шапка. Шапку специально целенаправленно брал базу на уклоне и уже со свойством барьера и проворства. Все. Остальное докрафчиваем все, что вам нужно. Что вам нужно? ХП, резисты. Все. Барьер. Механика барьера для новичков. Что он дает? Щит дает нам в размере 20% от суммы максимальной ХП и энергощита. И что этот щит делает? Он поглощает 50% входящего урона. Неважно, заклинание, либо с руки. Очень приятная механика. Срабатывает она у нас здесь при убийстве. На начальном этапе можете такую шапку одеть, и у вас будет только при убийстве. То есть, когда вы чистите карту, у вас практически всегда на вас будет действовать барьер. Тоже, ну, такой приятный бонус. В купе у вас с уклоном неплохо так будет. Не забываем обязательно резисты, чтобы в капе были, и побыстрее хотя бы с минуса выйти эрозию, чтобы выкрутить. Потому что, видите, у меня тоже недобор, желательно его тоже добирать. Но хотя бы с минуса выйти. Это что касается шапки. Еще я сделал так, чтобы этот источник барьера у меня еще был не то, когда я убиваю при убийстве, но еще позже покажу, хотя пока не забыл. Еще вот здесь в талантах у нас сейчас статуи нового бога добавились. И вот у меня получает барьер, когда собирается получить тяжелое ранение. То есть тяжелое ранение, то есть у нас, если единичный урон к нам летит, который превышает 35% урона, 35% нашего хп и энергощита, у нас врубается барьер. Это сделано тоже очень удобно. Ну, прикольно на каких-то жирных целях, боссах, если к нам прилетит так тычка одна, которая превышает это, мы как раз-таки врубаем барьер. Не только на зачистке. Приятно, приятно. Так, что? Дальше, по шмоту. Все остальное я рассказал. Тушка. Тушка то же самое. Очень большое значение уклона. База, если вы до крафта берете, смотрите, от 83 85 желательно плюс. Тушку я искал обязательно вот такую. Процентное проворство. Это начальная тушка. Можно и уник иметь, но уники очень дорогие. Но меня устраивает это все. Все остальное, что у нас? Желательно хп добрать. У меня здесь хп нету. У меня здесь реген хп, если есть вариант тоже. Резисты. Ну, тут еще бонусом у меня прокнуло 7% дополнительного уклонения, если недавно не получали удар. Ну, это не особо важно. Можно здесь иметь конверт, входящий физ урона в какую-нибудь стихию. Вот. Это что касается тушки. Амулет. Амулет самый бюджетный у меня. Это рарный амулет, тоже докрафченный. В идеале надо иметь амулет, показываю какой, к чему надо стремиться, но он очень дорогой, и он с хорошими значениями, и без хороших значений его лучше не покупать. Нам нужен такой амулет. Сейчас показываю. Секунду. Вот, нам нужен такой амулет. Так, подождите. Что она? Ожерелье, да.
Я не то выбрал, что ли? А, не то. Или не то. Короче. Подожди, а почему меня не ищет? Сейчас, секунду, ребят. Так, где она? Ожерелье. Так, вот она. Нам нужен амулет. Ну, кстати, за 150 он есть. Самое важное свойство в этом амулете нас интересует вот. Плюс 3 к проворству за 4 уровня. Вот это значение. Короче, что на этом амулете нас интересует? Максимально вариации, как мы можем получить больше всего проворства. Все. Все, что интересует. Бонусом что будет? В процентном соотношении получения от этих атрибутов, от этих свойств какие-то плюшки в виде крита и так далее. То есть амулет хороший такой, если подбирать, допустим, вот возьмем. 15% характеристика, да. Конверт уровень в проворство, да. Ну, тут минимальное значение. Нам лучше, конечно, брать конверт процентным к бонусу от максимального значения, потому что максимальное значение у нас больше будет, разгоняться будет больше, и, соответственно, у нас больше бонусов будем получать. Это к чему стоит стремиться. Но, понятное дело, вот как я есть просто играть, нет особой валюты, на старте что-то копите, у меня вроде бы есть чуть-чуть, но надо. У меня с этими экспериментами эти дни я очень много валюты слил просто, потому что крафт сейчас просто конченый. Простите. Амулет берете вот такой. Берете базу на проворство в процентах, крафтите, что нам нужно тут. ХП в первую очередь резиста и если прям повезет вот так иметь ко всем параметрам, вот в процентах выролилось у меня оно, хотя у меня Т2, но, блин, нормально, мне нравится. Все, в принципе. И здесь докрафчена молния. То есть в первую очередь нас интересует база. А докрафт можете, если не процентное, здесь иметь флотовое значение проворства, численное, да, вместо процента. Резисты недостающие, хп. Все. Бонусом будут опять. Возвращаемся, что нам скейлит урон больше всего. Соответственно, флотовое значение молнии при атаках и урон от снаряда. Все. Отличный бюджетный вариант ожерелья. Ключевой. Остальные куски все максимально, сколько можете добрать проворства. Проворство берете сразу, покупаете шмотку с базой проворства и старайтесь скрафтить. Краткий экскурс и по крафту будет позже, видос тоже с новым крафтом. Все остальное то же самое. Проворство есть, резисты, хп и желательно, если что, там урон от снарядов, либо флотовое значение. Реген, если прокнул, все это полезно нам. Тапки то же самое. Проворство, я уже рассказывал. Единственное, что у меня МС тут не хватило, скорость передвижения, потому что у меня тут двойные атрибуты. Если у вас есть двойные атрибуты, вообще вы счастливчик. У меня здесь Т1 двойных. Если был это один атрибут, было бы еще лучше, потому что их больше было бы. Но и так тоже неплохо. В принципе, у нас здесь порядка 66 проворства. Это очень приятно. ХП есть. Урон от стихии тоже на нас действует, потому что молния от стихии. Ну и, соответственно, такой неплохой этот. Скорость передвижения бы иметь, но, увы. На базе уклона. В принципе, по гиру все. Что касается новой механики для старичков, которые играли в прошлой, а для новичков это не новое, не старое, это обычное, да. Нам добавили, вот, где мы в талантах смотрим, статуя бога, нового бога называется. То есть у вас при достижении определенного левела у вас будет ячейки открываться постепенно, каждая. На 95-м левеле у нас все это откроется, и, соответственно, вы здесь можете добавлять разного рода вот такие пазлы, которые вам будут падать с карт, с боссов, неважно. Они имеют разную редкость, разные свойства. Эти свойства можно докрафчивать, что-то докидывать. И у них есть попытки поставить клеймо.
У каждой шмотки есть свое значение в зависимости от редкости шмотки, как это все работает. Ищите себе полезные свойства. Они разных фигур бывают. Фигуры можно изменять. Вокруг своей оси мы можем, допустим, вот у нас стоит это, можем вращать, крутить вокруг своей оси под разные углы, это все подстраивать. Вопрос, что касается, как менять саму фигуру, скорректировать форму, изменить форму. Рандомно меняет форму. Из всех того, что есть, у нас есть G-шка, Z-ка и квадрат. Соответственно, что-то из этого рандомно будет прокать. Ну, довольно часто прокает, и, соответственно, в принципе, если у вас этой валюты не так много, но какая-то хорошая плюшка вам выпала, не спешите это все туда сливать. Вот, это что касается вот этих пазлов. Какие свойства и что нам тут ролять и на что лучше обращать внимание? Все пазлы, которые у меня здесь есть, куски, они по большей части, не по большей части, все 100%, причем они на стриме все падали. Здесь уникальнейшего какого-то ничего нету. Здесь все простенькие, все что-то я с пола подбирал, что-то докрафчивал, искал себе полезные свойства. Давайте. В плане барьера, да, механику барьера, тяжелого ранения очень рад был, плюс у нас поглощение урона барьером добавляли, это к живке что относится. Здесь приятным бонусом у вас тоже будет, допустим, к уровню навыка наделения. Ну, такой, у нас навык наделения это, я сейчас, кстати, к навыкам вернемся, аура, который нам дает как раз-таки флотовое значение урона от молнии, вот. Плюс 2 к уровню это очень сильно. Если плюс будет к уровню камням, молнии, это тоже очень круто будет. Вот. Такие полезные свойства. В плане еще что можно. Сейчас, секунду. Посмотрим все целиком. Поскольку в моей вариации билда есть мультиудар, здесь я добрал шанс мультиудара, на одной скрижали есть. Получает рвение при блокировке, это не очень хорошая механика и хороший пример для этого билда. Просто она прокнула и как бы есть, и она в принципе на зачистке работает, но не так эффективно. Соответственно, можно и без нее искать другой источник по-другому. Это другой источник, это дорогущая шапка, я показывал. Минус к затратам навыка. На одной из кусков обязательно здесь хотя бы иметь, либо где-то накрафчивать на кольцах и иметь минус к затратам навыка, потому что у нас маны, чтобы не тратила, потому что у нас навык очень много маны тратит. Макс ХП у нас приветствуется. Урон снарядом всегда, это хорошо, чем больше, тем лучше. Флотовое значение молнии хорошо. Минус к запечатанной мане, если на нескольких они дополнительно прокают, тоже приятно. Урон от крита обязательно, показатель крита тоже обязательно. К вероятности наложить стихийный недуг не столь важно, потому что у нас есть урон от стихийного недуга, это у нас как раз таки относится к шоку. Ну, в принципе, все. Показатели крита и так далее. Резисты, ну, я думаю, здесь резисты добирать не имеет смысла, потому что на других кусках проще всего добрать. Вот, в принципе, что еще... есть еще такая интересная. Вот вчера выпала дополнительно к одному ярусу концентрации и вероятность получить один ярус концентрации, когда обморозить цель. Вообще... У нас там есть урон тоже, он может обморозить, но это не так эффективно работает. Но как минимум у нас один слой благословления, концентрация на нас всегда висит. Это 4% шанс нанести двойной урон. Но желательно, чтобы это все срабатывало лучше. Но я найду еще источник, чтобы мы получали концентрацию, благословение концентрации при хите, когда мы бьем, либо критуем, что-то такое при убийстве, неважно. Вот, пока что у нас вот такой вариант. Крит, шанс крита, вот, то есть крит урон, все это в этом случае. То есть это, тут редких никаких сверхъестественных нету. Что касается редких, а какие лучше иметь? Здесь актуально будет для нас редкая, скажем, скрижаль и вот этот пазл.
который имеет свойство, допустим, усиления ближайших, усиления рядом располагающих, скажем, свойств, какое-то свойство с дерева, допустим, нам нужное, допустим, я вам рассказывал, да, где оно. Вот, допустим, 3 зайца одним выстрелом, что плюс 2 к снарядам иметь и количество расколов. Что-то такое полезное в этом плане. Это что в первую очередь в голову приходит. На стриме, я не знаю, в дальнейшем мы будем это развивать, посмотрим, что еще. На данном этапе это вот так у меня работает. То есть у меня здесь все самое простое и, в принципе, с пола. Так. И финально что? Вообще все, как это, с чем работает, это навыки. Навыки я рассказывал. Удар молнии у нас. Высоконапряжение, пронзающая молния, добавочный урон флотово. Молния это обязательно. И, соответственно, ветряные снаряды, потому что баф дополнительный урон. И от недуга у нас идет. И медленный снаряд. Я не знаю, я его использую, мне нравится. Ну, типа, дополнительная скорость снаряда, он, типа, снижает то, что баф мы от скорости снаряда же как и урон получали. Но здесь потому, что он дополнительный урон имеет. И, в принципе, урон от недуга еще. Мне нравится, меня устраивает. Можно использовать электрическую перегрузку. Но на моем опыте медленный снаряд лучше себя показывает. Банка на отхил, дефолтная банка на отхил, составное зелье, срочное восстановление, остатки и вливание брони. Вот так засетаплено. Мигание, скоро наша мувабилка, с которой мы передвигаем, сокращение перезарядки, волшебный полет и преобразование расхода, чтобы мы тратили хп, а не, допустим, мана. Если у вас уже, когда все залинкуете, маной проблема есть. Наши бафы, фиксация, массовый эффект, мания, беспрерывность. Можно и без этого линковать, но не знаю, багу, ну как бы, я не знаю, блин, мне порой кажется, что, блин, вот этот спел, наверное, криво работает, или я его не так понимаю. Короче, прикольная штука, особенно когда пачкой стоит, если иметь буст к этому урону от этого. Но вообще, а чем его заменить, я даже не думаю. На начальном этапе я без него бегал и бегал с обилкой на деф. С филдом вроде бы бегал. Морозный щит, да. Блин. Ну, просто 6% вероятность двойного урона помеченным врагам имеет. Просто у нас нигде больше нету. Ну, это приятный бонус. Ладно, приятный бонус такой, неплохой. Помеченные враги. Короче, что он делает? В радиусе вокруг вас, короче, помечает врагов прицелом и бьете они. Короче, на них шанс двойного урона. Но у нас есть один, вот, по состоянию концентрации, еще 4% там. 10%. Плюс они еще настакиваются, ну, порядка 20 плюс процентов у нас есть. Приятно. Поэтому я его юзаю, не знаю, как бы и что. Беспрерывность, можно и без него, просто мания, Mass Effect и преобразование расхода как раз-таки нам нужно для этого, чтобы хп тратить за скилл, а не ману. Потому что затраты маны, видите, сколько. А так мы тратим хп. Вот. А реген хп у нас есть. Так, что дальше? Дальше у нас злостный ураган, тоже баф наш. Урон, все такое. У нас доп скорости атаки, скорости движения, то есть мобильнее. И скорость атаки у нас влияет тоже на скорость урона от снарядов. Запомнили, да? Вот. Тоже преобразование расхода. Я его тоже через беспрерывность заюзал, чтобы намного, как сказать, упрощает юзать его. Так, что часто прокликивать.
А вообще на этапе старта, когда у вас энергии мало, юзаете его только злостный ураган, ожесточенная битва, мания можете. Не обязательно Т2. А что касается аур, самое первое, это у вас наделение грозой, это флотовое значение у нас добавочного урона идет, молнии при атаках и заклинаниях, и шок, вероятность шока из шокированных, и дополнительный урон от молнии, все это здесь. То есть вот как раз-таки плюс 2 наделение к навыкам, то, что у меня было на одном из пазлей, вот здесь плюс 2. Вообще это хорошая штука. Точные снаряды, поскольку у нас снаряды, урон дополнительно от снарядов и от недуга обязательно. Здесь я сделал запуск прикрытия, поставил тайное происхождение, вообще к скорости заклинания, чтобы иметь. И также у нас ярус благословения концентрации дается 3% скорости заклинания на 100 секунду. Перед окончанием этого навыка расходует ресурс благословения концентрации, продлевает длительность статуса. Это прикольно, но у нас до концентрации еще не нормально допилено в билде, именно в этом я говорил, у меня только один, но у меня один баф постоянно висит этот на мне. Ну, в принципе, в бою на картах он разгоняется, но не так хорошо. Надо источник найти, где я его буду при хите добивать. Вот. Что альтернативу можно вместо этого брать? Не альтернативу, а лучше на старте. Просто берите голема, не голема, а этого, скажите мне, призыв духа молнии. Дает скорость атаки и заклинания нам. Скорость атаки и заклинания это что? Это правильно, это урон. Это урон от снарядов очень сильно бустит. И линкуете его. Давайте я вам покажу. Линкуете его с этим сверхспособностью. Почему? Потому что сам маг не будет с нами бегать, но эффекты будут действовать на нас. А нам это самое важное. Вот, все. Он так больше дает. Почему тогда я и без него бегаю? Потому что нам маны очень мало у нас в этом билде. Источников маны очень мало. И поэтому вот такой вариацией пользуюсь, чтобы я мог зарезервить, говорю, засетапить туда еще курсу какую-нибудь, да, проклятие. Так, у меня что здесь было? Где она? Почему она не раскачана? Вот она. Вот, следующее это у нас проклятие при попадании, электрошок стоит, потому что оно нам дает дополнительно получаемое, враги получают дополнительный урон под шоком, соответственно, проклятие это и глубокая ненависть, да. Область снижает, но усиливает эффект проклятия. Допустим, если я не юзаю вот этот, духа, который больше бонусов якобы дает, да, нам или под эффектом хорошо сверхспособности. Этот дух у нас резервирует маны очень много, 25%. А здесь флотовое значение маны нас резервирует. По сути, 20 маны, 500%. Ну, сколько там, да. Ну, намного выгоднее, да, получается. В мане мы ровно все помещается, то есть мы и баф оставляем свой, то есть скорость заклинания также у нас работает. К сожалению, не этот, как сказать, нету такого, что и скорости атаки, и заклинания, как на том духе. Но, блин, такой костыль, скажем. Ну, я что-нибудь придумаю. Ну, по типу у нас он дает буст вот таких цифр к скорости снаряда. Ну, вот, посмотрим нам что-нибудь. Курса обязательно. Электрошок. Вообще, что вместо него можно применить? Не знаю. Доп. Урон от молнии под шоком, как по мне, нормально. Можем стихийное уничтожение юзать. Сопротивление монстров снижает. Вот тут уже на свой вкус это. Вот. Поэтому в таком порядке юзать.
В принципе, что? В принципе, вроде бы все, нигде ничего не пропустил. Так, вроде бы нет. А планы вообще, что здесь на данном этапе, вот из того, что у меня есть, что можно изменить? Надо обязательно скрафтить, перекрафтить, либо докрафтить. Эти перекрафтить не получается, о крафте потом в отдельном видео поговорю. Нам нужно будет скрафтить пушки новые, уже с хорошими свойствами, в плане, чтобы не было, ну, таких вот залетных, по типу прокнула скорость атаки, но это сила прокнула, мне валюта не хватило, потому что я здесь хотел вырылить проворство, но не получилось. То есть крафт пушек, то есть такого гира, что крафт пушек раз, амулет 2, шапка 3, если не используем перчатки, где они, вот эти. Шапка чем хороша-то, она нам не только рвение дает, там вопрос не только рвение. В шапке очень много урона в целом. База уклона нас устраивает. Здесь атрибутов тоже нормально, да, хоть какие-то есть. ХП, окей, приятно. Урон от крита. Очень много урона от крита. Он очень много бустит урона. И эффект, соответственно, у нас рвение. И плюс 30% к урона от врагов поблизости. Но это не особо нам так это. Типа на боссе, если впритык стоять. Ну, это такое, конечно. На рейндж-чаре. Вот. Соответственно, и амулет, чтобы больше конвертить. Левел свой, то есть у нас 95 левел, за каждые 4, сколько там левела, по сути, 4 левела. Там приличное количество атрибутов можно вырылить, и плюс за эти атрибуты мы еще получаем с амулета бонусы. Вот в таком ключе. В плане тушки из уникальных, если брать, не хочется в этом билде брать уникальные шмотки, где нету сильного буста, допустим, к проворству. Из тех тушек, которые я нашел, есть уникальная тушка. Я не вспомню, как она называется. Но вроде бы она... Секундочку, блин. Нагрудные доспехи. Вечное облако. Цена, в принципе, приемлемая. Вопрос в чем заключается. Она очень нам много даст урона в плане атрибутов, но каких-то других свойств в плане выживаемости, хп там, еще что-то полезное, какие-то свойства добрать, резисты. Это мы не заимеем на этой тушке, но она очень хорошая. Скорее всего, через нее придется стапить. Ну, тут есть деф механики, типа. Дополнительно получаемого урона от молнии тоже снижает и здесь практически 30%. Добираем 1500 проворства, имеем 30% к снижаемому получаемого дополнительного урона от молнии. Как это нам поможет в билде? Можем на пару кусках просто сделать, ну на пару кусках что, на тапках, я не знаю, сейчас с этим новым крафтом надо пересмотреть. Короче, мысль какая? Физический урон входящий сконвертить в урон от молнии, типа такой вариации. Но здесь очень много нам дает проворства. Вот. Это как вариант. Почему я говорю, что если кусок ищем, то нам нужно там иметь очень много проворства? Потому что на редких шмотках мы это можем уже сами контролировать, сами сделать. Как минимум 50-60 поинтов получать. Это очень много. И терять это не хочется, и не имея, допустим, либо на очень дорогую шмотку, которая даст тебе столько же, это лучше такое, я думаю, не юзать. И это, что касается амулета, вам говорил, если вы берете тот амулет,
уник, который я вам показывал, то лучше его брать с хорошими свойствами атрибутов побольше, и чтобы эти атрибуты еще конвертились в какие-то полезные свойства. Почему? Потому что если вы возьмете просто проворство, конверт, да, там одно свойство, потратив свои 100, 200, 300 этих камней, то вы практически ничего не выиграете. Это будет шило на мыло. То и на то и выйдет вот эти 6-12% с амулета, которые вы так выловите, что там вы за левел выловите, за каждые 4 левела, по сути. И все, других свойств если нету. Желательно обращаем там внимание на максимальные значения. То есть плюс 1% за максимальное значение, там, криту, там, и еще что-то такое. Но они, конечно, понятное дело, что будут дорогие. И еще, там могут быть задабленные свойства. То есть за уровень получать проворство не одно свойство будет, а их будет два. В идеале брать такой. И еще плюсом, чтобы там был, допустим, процентное усиление, именно повышение характеристик. В принципе, все, ребят. Это в целом, что вообще я хотел поделиться о своем персонаже, вообще в билде в целом, на чем играю, что спрашивали. Вот. Персонаж в целом мне нравится, геймплей прикольный, приятный, интересный. Вопрос урон надо чекнуть еще, разогнать его. Вот. На данном этапе, кстати, на карту урона сейчас немного. Я еще на 75 смотрю. Урона это на зачистку я вот так бегаю. То есть, ну, я думаю, нормально. С пола в шмоте такой раскладкой, если через это больше будет. Больше, чем достаточно. То есть я еще не начал разгонять. Только вот вчера мы чуть-чуть разогнали. Поинтов 400 добрали. У нас было 500. 400, почти до 1000 добрали. В принципе, все, ребят. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то это поможет. Видео кому-то на что-то этот. Думайте, смотрите, играйте. Да. Что-то придумывайте, делитесь. Вот. Всем покеда, ББ.